Из этого познавательного видео ты узнаешь, как сделать реально полезную самоделку – теплую непромерзающую входную дверь. Весь процесс изготовления этой деревянной двери своими руками мы подробно покажем от заготовки материалов до ее установки в дом. На дверь постараемся затратить минимальное количество денег, чтобы она вписалась в общую бюджетную концепцию дома. Если ты видишь нас впервые, привет! Это канал My Galaxy «Жизнь своими руками». И в этой серии видеороликов «Как построить дешевый дом» мы подробно показываем весь процесс строительства небольшого доступного дома, который мы помогаем строить нашим родителям. В этих видео мы делимся своим опытом и строительными хитростями. И уверены, что наши ролики будут для тебя полезны. Подпишись на наш канал. История этой двери началась с нещадного потрошения моих запасов обрезной доски. Эта доска осталась у меня после возведения каркаса для нашего дома, а заготовил я ее еще 7 лет назад, поэтому за эти годы она достаточно высохла естественной сушкой. И кстати, стоимость всех затраченных материалов на эту дверь, а также трудозатраты мы посчитаем в конце этого видео, и там же подобьем общую сумму, затраченную на весь дом на данный момент. Моя доска имеет сечение 200 на 40 мм и 150 на 25 мм. Именно из этих форматов мы и будем нарезать все заготовки. И в этом нам поможет старенький циркулярный станок, который когда-то смастерил отец. Этот трехфазный циркулярно-фуганочный станок без проблем справляется с такими заготовками. Но при его отсутствии доски можно распустить с помощью ручной циркулярной пилы, а поверхность подровнять с помощью электрорубанка или в крайнем случае с помощью ручного фуганка. Из доски 200 на 40 мм были нарезаны все заготовки для дверной коробки, а также пару несущих досок для самой двери. Итоговое сечение доски для дверной коробки составило 140 на 35 мм. Доски для коробки соединяем в стык на 80-мм саморезы. На этой массивной доске будут закреплены несущие петли, а также ее большая ширина позволит надежно зафиксировать всю дверную коробку в дверном проеме за счет большой площади контакта для монтажной пены. Наружные размеры коробки составили 100 на 204 см, а с учетом монтажа четвертей чистовой проем открытой двери составит 88 на 192 см. Внутри коробки формируем двойную четверть. В последующем она позволит сделать двойное уплотнение по периметру из самоклеящегося резинового уплотнителя. Первую четверть создаст рейка с сечением 70 на 20 мм, которую мы вклеиваем по периметру. Эту рейку мы монтируем по центру коробки на столярный клей ПВА и фиксируем 40-мм саморезами. Вторую четверть формируем из рейки с сечением 35 на 20 мм, которую также монтируем по периметру. По конструкции эта входная дверь будет полой с внутренним каркасом, который позволит разместить внутри двери утеплитель из пенопласта. Как раз это и сделает дверь максимально теплой и не позволит промерзать даже в сильные морозы. Подобную конструкцию этой двери мы уже 2 года испытываем на собственном доме. Наша дверь на протяжении 2 зим отлично себя показала и ни разу не промерзла. Именно этот факт позволил отцу отказаться от входного тамбура, так как он никак не вписывался в небольшую площадь его дома. Каркас двери выполнен из рейки с сечением 50 на 25 мм. Все соединения также простые в стык с использованием 50-мм саморезов. Во входной двери мы установим стеклопакет, и для этого в каркасе сформировали соответствующий проем. С двух сторон каркаса мы изготавливаем деревянные щиты из сосновой доски. Преимущественно используем доску с толщиной в 22 мм, но две крайние доски, находящиеся на уличной стороне, имеют толщину в 30 мм. К торцу одной из этих досок будут закреплены петли, поэтому они сделаны более массивными. Наружную поверхность щита мы выравниваем за подлицо с дверной коробкой. Установка петель в щель между дверью и коробкой позволит открывать двери на 180 градусов, что в свою очередь удобно для свободного прохода и исключит выламывание петель, так как они уже не будут ограничены
ограничивать угол открывания двери. Сборку всей двери мы производим прямо в дверной коробке. Это с легкостью позволяет точно подогнать их друг к другу. Установив каркас в коробку, зазор в 4 мм между ними мы фиксируем с помощью вставок из ДВП и прямо в коробке обшиваем каркас сосновой доской. Доски между собой и к каркасу приклеиваем с помощью столярного клея ПВА и дополнительно фиксируем 50 мм саморезами. После высыхания клея эта конструкция с одним щитом уже имеет достаточную прочность, которая исключает диагональный перекос, поэтому дополнительные диагональные укосины использовать в дверях не обязательно. Два склеенных щита вполне справятся с любыми диагональными нагрузками. Наружный щит выступает за пределы каркаса на 20 мм. На него и будет приклеен первый контур резинового уплотнителя, а второй контур резинового уплотнителя будет наклеен на дверную коробку и будет опираться на внутреннюю поверхность двери. Весь внутренний щит изготавливаем из доски в 22 мм. Длину заготовок подгоняем на месте и также фиксируем его с помощью столярного клея ПВА и саморезов. Под каждый саморез в досках засверливаем отверстие с помощью сверла с зенкером. Это позволяет саморезу лучше стягивать детали с меньшей вероятностью расколоть доску. При зашивке каркаса вторым щитом также продумываем место для монтажа дверного замка и заранее приклеиваем к внутренним поверхностям щита уплотняющие дверной замок деревянные вставки. Внутренние полости каркаса заполняем обычным белым пенопластом любой плотности. Толщина нашего каркаса 50 мм, соответственно мы заполняем его выкройками пенопласта с такой же толщиной. Плотно подгоняя все выкройки под размеры ячеек, мы обошлись без дополнительной их фиксации монтажной пеной. Проем под механизм замка выполняем с помощью перьевого свердла. Просверлив в ряд отверстия, неровности между ними подравниваем стамеской. Точно так же стамеской, соединяя два отверстия с разными диаметрами, формируем проем под цилиндр замка. Втапливать лицевую поверхность механизма замка не обязательно, если зазор между дверью и коробкой достаточный. Толщина досок после электрофуганка немного разнится, поэтому уже после приклейки досок неровности между ними мы выравниваем с помощью ручного электрорубанка. И финишно шлифуем с помощью болгарки и наждачных кругов на липучке. Хотя таким способом добиться идеальной поверхности и не получится, но шлифовка с помощью болгарки и насадки для шлифования – это один из самых быстрых и доступных вариантов. Хотя для такой шлифовки в болгарке должен присутствовать регулятор оборотов, иначе штатных 11 тысяч оборотов в минуту наждачка просто не выдерживает. Для проверки работы замка, а также точности закрывания и открывания двери, мы временно крепим ее к коробке на 2 петли. Для такой толстой двери, которая имеет толщину около 100 мм, зазоров 4 мм между коробкой для закрывания недостаточно, поэтому на этом торце двери мы формируем скос. В центре нашей двери мы установим двухкамерный стеклопакет. Он придаст уютности и позволит посмотреть на пришедшего гостя. А установив жалюзи на это окно, мы сохраним приватность. Наружную поверхность дверей мы окрасим в черный цвет, а с внутренней стороны вскроем двери лаком. Все неровности на дверях, дефекты древесины, а также шляпки от саморезов мы зашпаклевываем с помощью автомобильной шпаклевки. Эта двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка не самый идеальный вариант для шпаклевания деревянных дверей. И здесь сподручнее было бы использовать однокомпонентную шпаклевку по дереву, при том, что по стоимости она еще и значительно дешевле. Но эта автошпаклевка осталась у меня после изготовления лодки. Поэтому мы стараемся применять ее везде, где это возможно, чтобы она не пропала от времени. Излишки шпаклевки шлифуем тем же способом с помощью болгарки и наждачек на липучке.
Внутреннюю поверхность дверей мы решили вскрыть лаком, чтобы вид дерева придавал интерьеру уютности. Для этого использовали однокомпонентный яхтенный полиуретановый лак. Первый слой лака – это грунтовочный слой. Он подымет ворсу, которую в последующем нужно будет шлифовать мелкой наждачкой. На данном этапе здесь мы не шпаклюем неровности, так как планируем провести финальные отделочные работы дверей после их установки или даже после всех отделочных внутренних работ по дому. Так любое загрязнение дверей устранится финальной отделкой. Наружную поверхность дверей мы вскрыли одним слоем грунта. Поверх грунта вскрыли одним слоем черной краски. Грунтовка с окраской также проявили скрытые неровности на поверхности двери, но финальную покраску с дошпаклевкой мы также произведем после установки двери и всех отделочных фасадных работ. Установкой дверей в дом занялись мы с супругой. Для начала мы демонтировали временную дверь. Эта временная дверь с успехом держалась за обычную доску, приклеенную к газобетону на монтажную пену. На дверном проеме у нас нету перемычки, и мы не планируем ее туда устанавливать. Многие прогнозировали, что в этом месте у нас появится трещина, но простояв целый год, трещина на проеме так и не появилась. А после установки мощной дверной коробки, возможностей для образования трещины будет еще меньше. Двери отец решил сделать немного большего размера, поэтому дверной проем мы немного увеличиваем. Увеличить проем в газобетонной стене не составляет никаких проблем. Он легко пилится ручной ножовкой с победитовыми напайками. Для начала в газобетоне намечаем линию пропила, а потом делаем выборку паза для установки пилы в плоскости пропила. Внизу проема газобетон выравниваем в уровень с полом. Это минимизирует высоту порога самой дверной коробкой. Для тех, кто переживает, что в такой дом легко проникнуть через стену, поверьте, даже трудолюбивый вор скорее всего выберет вариант с разбитием окна и вряд ли решит утрудить себя пропиливанием отверстия в стене. Точно такой же паз сделаем и для вертикального пропила. Вертикальный пропил намечаем с двух сторон, чтобы контролировать ровность отреза. За счет большой толщины дверь получилась достаточно массивной, более 60 кг. Перед установкой дверной коробки проем хорошо обметаем, для того чтобы газобетонная пыль не мешала плотному контакту с монтажной пеной. Коробку устанавливаем в проем на пенопластовые вставки. Они задают зазор в 20 мм для заполнения монтажной пеной. Примерно такой же зазор выдерживаем по всему периметру дверной коробки. Коробку выравниваем с помощью уровня и фиксируем клиньями из жесткого пенопласта. В отличие от торчащих деревянных клиньев, пенопластовые можно не демонтировать, а выступающая их часть легко подрезается ножом. Вся коробка выступает наружу примерно на 2 см. Наружная обналичка дверей будет стыковаться к боковой части коробки. Это решение также поможет дверям распахиваться на все 180 градусов. Хотя наша дверная коробка достаточно массивная, но все же обильное количество пены может ее деформировать. Поэтому из рейки мы изготовили распорку и установили ее чуть выше середины, чтобы она не мешала свободно входить в дом. Так как в этот день мы также заканчивали изготавливать систему отопления и продолжали тянуть электропроводку. О простой системе отопления на канале уже есть 2 видео, а ролик об электропроводке уже на подходе. Мы решили не фиксировать дверную коробку анкерами, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо. И хотя в прошлом видео мы испытывали почти идеальный дюбель для газобетона, который способен выдержать серьезные динамические нагрузки, но в нашей широкой коробке площади для контакта с пеной и так достаточно, и она без проблем выдержит динамические нагрузки от двери.
При укладке пены в шов мы использовали ручной баллон, но лишь потому, что он у нас завалялся в наличии. Даже при небольших ремонтных работах с использованием монтажной пены я предпочитаю использовать пистолет для пены. Его стоимость сравнительно небольшая, но зато он легко окупится, уменьшив расход, повысит качество работ и придаст удовольствие от работы с монтажной пеной. Дверь крепим к раме с помощью 4 100-мм петель. В качестве подпорки используем газобетонный блок. В двери финально монтируем дверной замок с ручками. Для стеклопакета клеим самоклеющийся резиновый уплотнитель D-образной формы. И устанавливаем стеклопакет, временно зафиксировав его 2 рейками. Финишные штапики появятся здесь в будущем. А также в будущем мы наклеим все резиновые уплотнители и покроем двери финальными слоями лака и краски после всех малярных работ по дому. Ну а на данном этапе работы с дверью закончены и она полностью функциональна. Ну а теперь давайте посчитаем стоимость затраченных материалов и трудозатраты. Суммарная стоимость всех затраченных материалов на двери, которая включает сосновые доски, саморезы, столярный клей, пенопласт, лак, грунт, краску, дверной замок, петли, стеклопакет, монтажную пену, составила $80, которые увеличили суммарные затраты на дом на данный момент до $9834. На изготовление и монтаж этих дверей ушло примерно 4 человека дня, а примерные трудозатраты на весь дом на данный момент составили 101 человека день. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь увидеть продолжение этой стройки, подпишись на наш канал и нажми на колокольчик уведомлений. А также поддержи выход новых видео лайком и репостом. Промерзает ли твоя входная дверь и как ты с этим боролся? Поделись своим опытом в комментариях. И там же сможешь найти подобное решение этой проблемы от других мастеров. И да, обязательно досмотри это видео до конца. Дальше бонусная часть о сложностях, с которыми мы столкнулись при изготовлении этой двери. Некоторые саморезы упорно сопротивлялись завинчиванию. Пиление досок ручной ножовкой оказалось не таким уж и веселым занятием. И хотя у меня есть торцовочный станок, но тогда в доступности отца его не оказалось. При покраске двери с внешней стороны использовали черную краску 3 в 1. Это аналог той же молотковой краски, только без эффекта шагрени. Она очень вязкая и быстро схватывается. И при покраске на жарком солнце мгновенно схватывалась и ложилась плохо. Поэтому окрашенная поверхность получилась шероховатой. При последующем финальном слое окраски мы постараемся исправить эти дефекты. При финальной установке дверного замка дверь перестала закрываться, поэтому мы сдемонтировали дверь и углубили в нее посадку петель. И даже стеклопакет, на котором было помечено наружное солнцеотражающее стекло, установили задом наперед. Ну а в общем серьезных проблем при изготовлении этой двери не было. И теперь ты знаешь, как сделать подобную дверь своими руками. Посмотри другие наши видео и узнай еще много полезного. Меня зовут Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Друзья, спасибо всем за поддержку.